Моешь посуду? Молодец. В резиновых сапогах, все как полагается. Всем привет! Сегодня попробую вам показать. Скоро мусульманский праздник, вот, большой праздник. И на этот праздник они забивают животных. Баранов, коров. Жуткое зрелище, конечно. Я вот, несмотря даже на то, что я давно здесь живу, я до сих пор не могу привыкнуть. И в этот день я стараюсь не выходить из дома, потому что просто моря крови. Больше 12, наверное, пол-первого, а еще только начинает открываться. Все закрыто, все открывается. По поводу каких-то гаджетов Игорь только просил. Вот такие есть небольшие магазинчики, там все продается. Есть какие-то крупные магазины, но они, как правило, находятся в больших молах, то есть это большие молы, там можно что-то купить. Вот, а так в основном вот такие вот маленькие магазинчики. Ну, вот такой магазин, он слева находится, называется магазин Селект. И там продают всякие PlayStation продают различные, вот, телефоны там и так далее. Вот. Такой вот магазин. Вот, ну и пока я буду идти, ну вот такой вот есть еще магазин. То есть вот такие продают вот эти телефоны и так далее. Сейчас перехожу дорогу. Сейчас еще один магазин сниму. И тогда скажу то, что я хотела сказать. Вот такой магазин тоже есть, называется он Шанауи. И здесь много всякой, какие-то такие вот, какие-то телефоны, какие-то смартфоны. Но, как правило, они цены не указывают. С чем это связано? Связано это в большинстве своем с тем, что, то есть, это не как у нас приходишь в магазин, есть определенная цена, цену никто не скрывает. Здесь у них все не так. Здесь у них, грубо говоря, как на рынке, как на базаре. Пришел и начинаешь торговаться. К этому очень долго, предположим, я привыкал, до сих пор привыкнуть не могу. То есть, если мне сказали цену, я покупаю за эту цену. Я торговаться не могу. А у них обязательно надо, как говорится, ну, я не имею в виду крупные молы, но вот эти все магазины обязательно. Мой муж мне все время говорит, что ты все время покупаешь по той цене. Я бы сходил бы, купил что дешевле. Вот. Но я до сих пор, даже несмотря уже 10,5 лет, я все еще никак не могу привыкнуть к этому. Вот. Хотела сказать по поводу Игоря. Вот, мы с Игорем сейчас переписывались, он мне такую вещь написал. Он русский, живет в Казахстане. И вот он рассказывал, Игорь, прости, что я раскрываю наш разговор, но это просто как бы в тему. Вот. Игорь написал, говорит, я националист, ненавижу казахов. Вот, но я сразу поняла, что, видимо, дело не в том, что он ненавидит казахов, а непосредственно сами казахи, националисты. Конечно же, я задала наводящий вопрос, что такое. И он рассказывает, что в Казахстане у них даже есть какие-то плакаты, на которых написано: русские, не уезжайте отсюда, пусть ваши женщины для нас будут как проститутки, а вы как рабы. Очень обидно, во-первых, вот, потому что я не первый раз слышу, что такие вообще нападки происходят в сторону русских. Я слышала, что такое происходит и в Узбекистане. Вот. Ну и сейчас еще добавился Казахстан.
Плохо очень, потому что я, насколько понимаю, насколько я знаю, и так оно и есть, что казахи, они мусульмане. Вот. И очень обидно слышать про то, что религия ислам, она не такая. И в первую очередь им не выгонять нужно, а людей как-то показывать людям хороший нрав мусульман и призывать людей. А вместо этого они хамят, он говорит, не доплачивают даже русским, стараются использовать русских как рабов. Но дело в том, что, предположим, я из Москвы, предположим, я знаю, что у нас в Москве очень много работает казахов, узбеков, и там они находятся в достаточно плачевном положении, и, видимо, они приезжают вот там на своих русских отыгрываются. Очень плохо, как говорится, очень плохо. Вот, но это как бы то, что я хотела сказать по поводу Игоря. Сейчас я дорогу перейду. Иду я опять, как говорится, по тем же тропам. Связано это с тем, что я опять иду со своим зубом. Вот. Ну и как бы я вам решила рассказать, потому что я еще то видео не опубликовала, но я так понимаю, многих затронет вопрос, почему я приняла ислам и как это получилось. Что такое вообще египетские машины ездят, это ужас. Вот, и я хотела рассказать, как я приняла ислам и как это получилось. Вот, ну а это произошло так, что когда я сюда приехала, частенько по вечерам мой муж рассказывал мне какие-то истории. Вот, и дело в том, что когда я слышала эти истории, я начинала из-за этих историй плакать. Не помню почему, не знаю почему. Вот что-то меня трогало в них, в этих историях за душу. Очень добрые. И дело в том, что настоящие истории, не выдуманные сказки, а настоящие истории. Как позже я поняла, когда уже я приняла ислам и углубилась, это были хадисы. Вот. Хадисы — это достоверные рассказы исламские. Вот, и как бы это меня тронуло. Вот, со стороны моего мужа не было никакого призыва, там, прими ислам, что-то такого. Вот, он, соответственно, не молился. Вот, такой мусульманин, как бы, обычный был. Вот. И я стала лазить в интернете. Слава богу, у меня на тот момент было много свободного времени. Вот, еще никаких проблем не было. И я стала ползать в интернете, искать информацию об исламе. Что такое ислам? Во что верят мусульмане? И что нужно человеку, не мусульманину, первое читать? Вот, нашла какой-то форум, там какой-то мужчина написал, что сначала не читайте Коран, сначала прочитайте жизнеописание пророка. Вот, ну, сейчас, секундочку, на улице уже жарко. Вот, и вот, там было написано, мужчина рекомендовал сначала прочитать жизнеописание пророка и не читать Коран, потому что для меня все это было запутано, но интересно. Вот, ну и я нашла этот жизнеописание, скачала его себе на компьютер, на ноутбук. Жизнеописание пророка, там такой писатель был Мубарак Фури. Вот, и, как говорится, села читать. И пока было настолько интересно читать, что я пока не закончила эту книжку, я, как говорится, не оторвалась от экрана, всю ночь читала там с какими-то перерывами. Вот. Прошла госпиталь. И когда после того, как я прочитала, я опять на том же месте, в тот же час, как говорится, пока жду доктора, буду рассказывать. Вот, ну я прочитала жизнеописание пророка, мне оно очень понравилось, очень тронуло до глубины души, и я сразу же по интернету сбросила своей маме сообщение, написала: вот такая интересная вещь, книжка такая, почитай.
Вот. Мама прочитала, и у нее возникло желание принять ислам. И она говорит, что когда я приеду сюда, в Египет, я приму ислам. Вот. О себе хочу сказать, что мы христиане, были ортодоксальные, как, в принципе, все, я думаю, в России. Вот. Меня крестили, мне было, по-моему, 12 или 13 лет. Вот. Ну, как-то вот так. И мама сказала, что она хочет принять ислам, когда приедет в Египет. Я ей сказала: мам, ну что откладывать, в нашей Москве есть мечети, вот, ты можешь сходить и принять ислам там. Ну, что, в принципе, моя мама и сделала. Вот. А я со своей стороны стала, потому что мы на тот момент жили с матерью мужа, я стала смотреть, как она молится, мне стало это интересно, я стала ее, что она там говорит. Вот. Ну, она ничего толкового мне объяснить не могла, потому что я, соответственно, не говорила по-арабски, она не говорила по-английски. Вот. Ну, и я как бы продолжала искать. И потом я попросила, чтобы меня отвели в мечеть. Может быть, я говорю, там кто-то по-английски говорит. Мне муж сказал, что там никто здесь, в этом районе, никто не говорит по-английски. Хотя позже оказалось, что там не только по-английски, там даже, оказывается, в ближайшей мечети один шейх говорил по-русски. Вот. И я уговорила его, мать моего мужа отвезла меня в главную мечеть в Александрии. Вот, и сказала, что я хочу узнать об исламе. Они дали какую-то ей маленькую бумажку и сказали поехать вот в это место, написали адрес. Ну, мы уехали домой, как бы, и после этого я стала просить моего мужа, вот, постоянно я говорю: отвези меня в это место, отвези меня в это место. Но он меня так туда и не отвез. И приняла я ислам гораздо позже, когда приехала уже моя мама, она говорит: ну, как бы, ты хочешь принять ислам? Я говорю: ну да, я просила, меня просто не отвезли. Я так особо еще не ориентировалась. И мы пошли в близлежащую мечеть рядом с нашим домом. И там я, в принципе, приняла ислам. Вот. И через какое-то время у меня бабушка приняла ислам. Вот. И затем мой брат принял ислам, и мой сын принял ислам. Вот. Так что мы, как говорится, вот так вот мы, как говорится, приняли все ислам. Вот. Как-то вот так вот. И потом приняла ислам жена моего брата, 2 детей приняли ислам. И как-то вот так получилась мусульманская семья. Единственное, мой папа не хочет пока принимать ислам. Вот. Как-то вот так вот. Почему я именно приняла ислам? Ну, мне кажется, вот любой человек, который прочитает именно вот как бы, то есть что такое ислам, он просто сам по себе, по фитре, по своей просто поверит в это. Вот, поэтому как бы там не уговаривать, не надо никого и рассказывать там про какой-то толерантный ислам или еще что-то. То есть этого ничего не нужно. То есть человек, когда читает сам, как бы Бог открывает его сердце. Вот, моя мама, прежде чем принять ислам, она просила у Бога прощения и говорила, что: Господи, вот я чувствую, что мне нужно принять ислам, вот разреши мне принять ислам. Вот такая вот история, то есть, как бы, не знаю, интересно это, не интересно, но я думаю, что просто, возможно, у многих возникнут какие-то там вопросы, комментарии, конечно, ты там предала свою религию. Я хочу сказать, что меня никто не заставлял принимать религию, я сама все узнавала, я сама просила, чтобы меня отвели туда-то, туда-то. Вот, и я как бы считаю свой выбор правильный, и даже несмотря, уже прошло 10 лет, и как бы все так оно есть, это не имеет отношения абсолютно как бы к тому, что о чем я рассказывала в прошлом видео. То есть жизнь это жизнь, как бы, а вера как бы это вера. Вот то, что я хотела сказать. Вот еще хотела сказать по поводу ислама. Вот. Чтобы не было ни у кого каких там мыслей.
Вот, меня никто не заставлял принимать ислам. И дело в том, что как бы есть такое расхожее мнение, что наши женщины, когда они уезжают на Ближний Восток или еще куда-то, там какие-то страны, где мусульмане, их заставляют принимать ислам. Никто никого, поверьте, не заставляет принять ислам. Религия это личное дело каждого. Вот, ну вышла я из доктора, все, он залечил мне зуб, можете меня поздравить, поставил мне пломбу. Вот. Вот таких здесь, кстати, продают баранов, интересно. Вот такие вот на улице стоят бараны. И проезжающие машины могут купить себе такого барана, так как сейчас мусульманский праздник. Вот, ну, я, наверное, буду отправляться уже домой. Мне выдали вот такой чек. Вот, в общей сложности зуб мне обошелся залечить рут-канал. То есть у меня это заняло 3 визита, не 2, просто мне нужно было прийти вовремя, я опоздала, у меня началась инфекция в зубе. Значит, 3 визита, и за каждый визит я платила по 100 египетских фунтов, что приблизительно составляет где-то $1 сейчас стоит где-то 17-18 рублей, 17-18 паундов, то есть вы считаете, что это все обошлось мне где-то, наверное, где-то в $15. По дороге пока идешь, вот такие вот растут растения, растут такие пальмы. Вот почему вот один из зрителей задавал вопрос, сказал, что он из Краснодара, и у них там, что у вас там тоже очень жарко в Краснодаре. Объясню, в чем разница. Вот, разница в том, что здесь вообще нет практически зелени. И любая зелень, которая здесь появляется, ее почему-то тут же срубают. Вырубают парки, строят на этих местах дома. Здесь очень-очень мало зелени. Я думаю, что в Краснодаре у вас очень много зелени. Мы были в Краснодаре очень давно. А здесь катастрофически не хватает зелени. Вот этот песок, вот эта пыль в воздухе, и от этого вот эта жара переносится очень тяжело. Так что вот даже если вот подойти к дереву, встать под дерево, и вот откуда-то даже берется вот эта прохлада и ветерок. Вот, и зрительница одна задавала мне вопрос, живем мы до сих пор в съемной квартире или мой муж приобрел квартиру. Нет, к сожалению, за 10 с лишним лет мы так продолжаем жить в съемных квартирах. Сейчас мы, правда, живем в хорошем районе, где иностранцы могут ходить свободно, спокойно. И, слава богу, их никто не трогает и не пристает. Но продолжаем мы жить также в съемной квартире. Хотела также по поводу образования сказать, что я вот не так давно говорила, что здесь баллы для выступления в институт. Вот. А вот нам сказали, что вот с этого года все поменялось. Теперь стало, в принципе, очень удобно, то, что баллы уже будут не играть никакого значения. Можно будет, как и у нас в России, поступать, предположим, в определенный институт. То есть неважно, какие ты оценки получил, ты просто приходишь, даешь экзамены в институт. Как говорится, если сдал экзамены, поступил, если не сдал экзамены, не поступил. Так что вот как-то вот так. Такое вот есть местечко с вафлями тут. Такие даже не вафли, а гофры, наверное, называются. Вот магазин со сладостями. Вот здесь вот какой-то строящийся дом. Сейчас, наверное, уже где-то, может быть, 2 часа дня. Поэтому людей достаточно много. Поэтому вот еще стоит такая тележка. Там продают фрукты различные. Сейчас вот пошли эти нектарины, пошли в ход. Ну, как-то вот так. Здесь вот, кстати, очень пахнет кофе. Там вот можно посмотреть прям. Видимо, там кофейная продают кофе, поэтому там здесь в этом месте, вернее, очень пахнет кофе. Вот. Ну и также вот по улице, когда идешь, очень много различных магазинов. Какое-то всякое там тряпье,
шмотки детские. Для женщин, говорил, очень мало. Одежды очень мало для женщин одежды. В основном для детей и в основном для мужчин в большинстве своем. Потому что девушки, женщины, как правило, после замужества одеваются вот в такие длинные наряды. Даже если вот она до замужества ходила в джинсах, то уже ее после замужества обязывают вот одевать что-то вроде вот таких вот нарядов. Но не все. Вот идет женщина вроде бы в обычной одежде. Всем привет! И сегодня сейчас утро. Вот. Вчера я выпустила видео последнее, где я рассказывала вторую часть своей истории. Вот. И меня очень, конечно, поразила ваша реакция, потому что я рассчитывала вообще на другую реакцию. Я думаю, будет очень много плохих комментариев. Думала, будет много осуждения. Но меня поразила ваша реакция, то, что вы настолько с пониманием все поняли, и очень много хороших комментариев, и очень много поддержки оказалось. Я вообще не ожидала. Вот хотела всех вас поблагодарить. Спасибо огромное за поддержку. Для меня это был вообще сюрприз, потому что я думала вообще выпускать видео или вообще не выпускать. Вот. Сегодня у меня мама переезжает в другую квартиру, как я показывала, мама сняла квартиру, и сегодня вот она будет, сейчас я покажу. Вот там стоят всякие деревяшки, столы, от кровати, от шкафов. Вот сейчас через несколько часов приедет машина, и мы будем собирать маму, и мама будет переезжать в квартиру. За все 10 лет мы с моей мамой жили только в самом начале, когда она приехала вместе с бабушкой. И вот эти, наверное, 1,5 года последние, когда мы съехались вместе, после того, как я ушла от своего мужа, когда он меня выгнал из-за платка, то, что я рассказывала. И после того, как он меня выгнал, я ему поставила условие, что я сойду с ним обратно, но моя мама будет жить вместе с нами. Вот. Но не так давно мама сама приняла решение снять квартиру. Она мне в принципе даже ничего не сказала. В этот момент мы с ней поссорились, можно так сказать. Вот. Она сняла квартиру, и вот она туда переезжает. Дело в том, что уже, наверное, год с прошлого Рамадана она не разговаривает с моим мужем, но он с ним не разговаривает. Такая достаточно тяжелая ситуация. Вот, так как у нас немножко другой характер, мы привыкли, даже если поссорились с кем-то, потом обязательно нужно помириться. Египтяне не такие, то есть вот они поссорились, и вот он уже не разговаривает, и мама моя с ним не разговаривает уже больше, наверное, года. Вот. Посмотрим, как будут развиваться события. Я все-таки думаю, что будет все нормально. Вот. И я думаю, что, возможно, это будет как-то лучше, нежели чем когда мы живем вместе, для моей мамы, потому что ей, конечно, у нее немножко другой стиль жизни, и ей, конечно, хочется когда-то там пройти, куда-то, но когда с человеком натянутые отношения, то есть у нее не получается расслабиться во всей этой обстановке. Вот, я думаю так. Возможно, я надеюсь, что от этого будет лучше. Еще раз всем спасибо огромное за поддержку. После моей истории, то, что я вам рассказывала, спасибо огромное. Очень тронута от души вашими комментариями и вашей поддержкой, чего я не ожидала.